Cihan'ın peşine mi gidiyorsun bilmiyorum ama bil ki annen yok. Hatta ikizin bile yok. Bunu bil. O yüzden şimdi karar ver. Ben çok uğraşıyorum biliyor musun? Mutsuz olmaktan çok yoruldum. Mutsuz olmak istemiyorum. Benim bir tane ikizim var. Baba belledim bir tane abim var. 30 sene sonra bugün bir annem var. Ben bu insanları kaybetmek istemiyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Будет ли раскрыта невиновность Джихана? Кто создал впечатление, что Джихан спрятал пистолет Тахсин Бея? Отомстила ли госпожа Хикмет Джихану, сделав вид, что Джихан спрятал пистолет? Поверит ли Мелек, что Джихан невиновен? Как реакция Нуха на приезд полиции поставит Мелек и Сумру в затруднительное положение? Сработает ли угроза Сумру Ною? Встретит ли Севилай кого-то еще и будет ли искать счастье? С кем Севилай делится своими чувствами и проблемами? Узнает ли Джанан, что Беньямин и Тюркан вместе? Сможет ли Эсма влюбить в себя Эсата? Ной наконец начинает лечение, но будут ли результаты хорошими? Джихан попытается всеми способами раскрыть правду, стоящую за расставленной для него ловушкой. Однако по мере продвижения расследования инцидент будет становиться все более запутанным. Пытаясь доказать свою невиновность, ему придется защищать не только себя, но и своих близких. Пытаясь сложить воедино все детали при поддержке Нуха и Тахсин Бея, Назим дает важное показание, которое докажет, что Джихан во время инцидента находился в другом месте. Но даже этого может быть недостаточно, чтобы оправдать его. Не выявив настоящего врага, он не сможет полностью развеять подозрения в мире. Создание впечатления, что пистолет принадлежит Джихану, является результатом спланированного заговора. Хотя Серхат, кажется, является главным действующим лицом в этой пьесе, очевидно, что за кулисами скрывается более могущественная сила. Итак, кто этот человек? Приложила ли к этому руку Хикмет Ханем или в игру вступил более крупный враг, имеющий зуб на Джихана? Когда станет ясно, что Серхат пытался продать оружие, а Хикмет им манипулировал, все перейдет на совершенно другой уровень. Серхат всего лишь пешка или он тот, кто действует в своих интересах? Хикмет Ханем, возможно, задумала отомстить за то, что Джихан выгнал ее из дома. Однако является ли этот план исключительно его работой – большой вопрос. Хикмет Ханем, которая использует Серхата в своих целях, приложит все усилия, чтобы загнать Джихана в угол. Однако будут события, которые даже он не сможет предсказать. Сможет ли Джихан разоблачить Хикмета, одновременно развернув хитрую игру против его врагов? Или это приведет к еще большему углублению заговора? Ангел застрянет между его разумом и сердцем. Несмотря на то, что он хочет верить Джихану, доказательства и давление со стороны окружающих поставят его в сложную ситуацию. Однако какая-то ее часть все равно захочет доверять Джихану, потому что она была свидетелем того, что в прошлом он всегда был честен. По мере развития событий появятся новые улики, доказывающие невиновность Джихана. В конце концов, Мелек решит поверить в Джихана и поддержать его, несмотря ни на что. Но может ли это решение подвергнуть его опасности? Нух будет бурно реагировать во время ареста Джихана. Его импульсивное поведение не только создаст напряжение, но и поставит Мелек и Сумру Ханем в трудное положение. Ситуация Джихана может ухудшиться, если он неудержимо разозлится на полицию. Госпожа Сумру захочет взять ситуацию под контроль, но сможет ли она игнорировать причины гнева Нуха? Сумру Ханем окажет давление на Нуха, чтобы тот сдержал свои импульсивные действия. Но Ной не намерен отступать. Хотя угрозы Сумру заставляют его изменить стратегию, Ной, несомненно, не откажется от борьбы. Итак, помешает ли давление Сумру Ханем спасению Джихана или подтолкнет Ноя к более разумным действиям? Севилай хочет избавиться от чувства одиночества, которое она испытывает уже долгое время. В то время как интерес Назима затрагивает ее, кто-то другой, неожиданно появляющийся в ее жизни, может перевернуть чувство Севилай с ног на голову.
Этот новый человек может дать Севилае иную перспективу, заставив ее столкнуться со своим прошлым. Но сможет ли Севилая преодолеть травмы прошлого? Севилая ищет человека, которому она могла бы доверять и с которым могла бы поделиться своими сложными чувствами. Но будет ли этот человек для нее просто доверенным лицом или сыграет более важную роль в ее жизни? Человек, которому доверяет Севилай, может помочь ей лучше понять собственные чувства и направить ее по совершенно иному пути. Беньямин и Тюркан продолжают тайно встречаться. Однако Кенан уже начал замечать странности между этими двумя. Это лишь вопрос времени, когда он застанет их вместе. Реакция Кенан повлияет не только на эти отношения, но и на многих людей вокруг нее. Итак, если правда откроется, какое заявление сделает Беньямин? Как Туркан отреагирует на эту ситуацию? Какова будет реакция Кенан и как это событие повлияет на их отношения? Сможет ли он избежать преступлений, в которых обвинили весь мир? Если Севилай станет лучше, вернется ли она в Нух? Как все эти события повлияют на Мелика? Сможет ли госпожа Сумру установить баланс между своими детьми? Продолжит ли Эсма сражаться за Асада? Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.